очень сложно без машины. Это по бюджету могло бить. Особенно, когда вот сейчас война с Ираном, бензин поднимается. Чтобы все функционировало и тюф был. Мы искали машину на разных сайтах. Какие есть там неполадки, вот так он и скажет. Но нам попался сириец. Документы на машину. Не скажу, что прям большие деньги, если вы зарабатываете. Договор купли-продажи, ну и все. Видите, рискнул сам осматривать машину и не нанимать никого. Ждали долго, а купили очень быстро. Да, купили и оформили. Так как мы решили купить машину в Германии, мы испытали интересный опыт. И в этом видео мы с вами поделимся нашими эмоциями и инструкцией, как не ошибиться в выборе. Сначала мы хотим рассказать, что сподвергло нас к тому, какой был последний именно вот такой шажочек к тому, чтобы купить автомобиль. Мы об этом думали очень давно. Мы очень хотели автомобиль, так как он у нас уже был в Украине, когда мы жили в Украине. И без него как без рук. Особенно если ты живешь не в каком-то областном центре, а где-то в селе, в какой-то деревне, как мы сейчас, без автомобиля, как без рук. Смотрите это видео до конца обязательно. И наши остальные видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какую машину вы хотите купить или подобный вопрос на эту тему. Погнали! Нас подвинула на это одна ситуация. Мы долго думали, но был какой-то пиковый момент, когда мы решили, вот сейчас нужно 100% брать, уже не думая, ничего не ожидая, покупаем. Этот момент был тогда, может, вы помните в нашем предыдущем видео, можете посмотреть, как мы путешествовали в Зальцбург. К нам приехала наша подружка, с которой мы снимали общий влог. Так как сейчас мы живем в сельской местности, тут ходят автобусы раз в час, а по выходным еще реже. И поэтому возникли у нас некие трудности. А именно, когда нашей подружке уже нужно было ехать домой, мы посмотрели по Deutsche Bahn автобусы, и у нас был единственный вариант, потому что это было воскресенье, а как вы знаете, в воскресенье ходят, если так мало ходят в селе, то еще ходят в 3 раза меньше. Мы посмотрели билет, мы разговорились, рассмеялись, стали на остановку и пропустили наш автобус, так как мы привыкли, что нам нужно стоять с одной стороны, а оказалось, нам нужно стоять с другой стороны, и он приехал, и все. Нам некак вообще добраться, а ей нужно на термин в джоб-центр, если вы знаете, что это такое, это очень важно. Еще написано, что нельзя переносить, и мы вообще в полнейшей панике думаем, что нам делать дальше. Нам нужно было доехать с нашего села до другого города на вокзал, а с вокзала доехать в еще один другой город на вокзал, это час на поезде, а потом уже ей на автобусе доехать домой. В итоге мы срочно бежим по соседям, узнавать, кто нас может подвезти на ЖД вокзал, но, к сожалению, многие отказывали, но один мужчина согласился. И не то чтобы согласился, он просто дал ключи от машины и говорит, если у вас есть водитель, вы можете сами съездить. И спросил только, когда вернем машину, и все. Вот представьте, какие люди бывают. И он украинец, естественно. Да. Чтобы вы понимали, до вокзала ехать 5 минут на машине. Но так как нам дали ключи, вообще спасибо ему большое за это, потому что, такая доброта душевная, я не знаю, дали бы мы сами какому-то соседу ключи, но по нам видно, что мы нормальные люди, и мы, долго не думая, решили доехать не 5 минут до вокзала, а прямо в тот город, от которого точка старта автобуса была, и нам это заняло всего 20 минут, а так бы нам это заняло час 20. Короче, мы вообще все на нервах, на чужой машине, едем в другой город. Я в этом регионе впервые за рулем. В другом регионе Германии я уже был, но здесь именно впервые. И мне было непривычно. Мне даже средний палец руки показали на дороге, потому что я, видите ли, плелся, потому что я был
условно аккуратен, хотя я ехал 70, и там ограничение было 70. Ну, короче, вот такие люди. Просто я так удивилась, мы только-только выехали, мы на нервах. Дима, он вообще ничего не нарушал, он правильно выехал и правильно ехал, но какой-то мужик, я так поняла, очень сильно спешил, и нельзя было обгонять, и он просто обогнал нас и тупо средний палец показывал. Хотя, если вы знали, на самом деле в Германии законом запрещено показывать средний палец. Это грозит штрафом, если кто-то узнает, если вы не знали. Но почему-то люди любят его показывать. Так мы успешно довезли нашу подругу Свету. Успели все вовремя, благодаря этому нашему соседу-украинцу. Спасибо ему огромное. Можете поставить лайк именно за него. Да, и, кстати, мы подвозили нашу подружку Свету на машине, которая стоила 200 евро всего. То есть мужичку было не жалко ее отдать нам на один вечер, но все равно было непривычно, потому что чужая машина, надо было резко сообразить и доехать на ней. Во-первых, круто, что он вообще купил машину за 200 евро. Я считаю, это очень, во-первых, крутая покупка. Да, она старая, она вообще там до 2000 года, я даже не знаю. 98-го. Да, 98-го года, но она резвая. Она вот ехала, мы с Димой вообще хорошо ехали, да, там чуть-чуть, Дима говорил, разбалтанная коробка передач, да, немножко, но все равно Дима так чуть-чуть к ней привык, и мы прям ехали туда-сюда, 200 евро круто, это намного круче, чем автобусы или поезда. Так что любая машина, я уже сказала, если она на ходу, это вообще классно. Особенно если у нее свежий тюф. Точно. И тогда у нас уже было такое, это была последняя капля, потому что уже было несколько раз, то мы опоздали, то мы час ждали, потому что, то он приехал не вовремя, этот автобус. Это была вот последняя капля, и мы вот решили, все, нужно брать машину, потому что с этого села, когда ты живешь в таком маленьком городке, очень сложно без машины. Мы искали машину на разных сайтах, mobile.de, Scout24, и тому подобных, и Kleinanzeigen. Мы вообще не знаем, как покупать машины именно здесь, и поэтому обшуршали Дима именно весь интернет, как правильно сделать, что такое тюф, посмотрел кучу видео, куча информации посмотрел для того, чтобы точно, можно сказать, не ошибиться. И я выбирал долго между частником и автодилером. И получается так, что мы выбрали частника и не прогадали. Выходит, мы особо и не переплатили за машину, и нам попался хороший продавец. И он нам еще сделал скидку, хотя мы вообще не просили. То есть мы говорим цену, он нам сам скидывает, говорит, вы хорошие люди, забирайте. Он был сириец, хотя мы опасались по комментариям в интернете всяких, как говорят, лучше не покупать машину у русских и у арабов. Почему не покупать? Это лично, наверное, наше мнение, потому что мы сами выросли, и жили в Украине, и мы знаем, какие хитрые иногда бывают наши люди, потому что что-то там подгладить, продать, и потом у тебя вылезет как что-то боком. Потому что, нету, мне кажется, такой какой-то стабильности в стране, и поэтому каждый хочет что-то подмутить. Если не тебя надурят, то ты надуришь, знаете, как так говорят. А арабы, естественно, они тоже такие немножко хитрые. Мы надеялись, что нам попадется какой-то добрый немец, потому что мы знаем, что они такие добрые, и они, можно сказать, прозрачные. Вот как оно будет, какие есть там неполадки, вот так он и скажет. Но нам попался сириец, хотя он уже живет 10 лет в Германии и оказался приятным человеком. Короче, мы приезжаем на осмотр машины, смотрим, на фотках, конечно, не видно маленьких там рыжиков, каких-то сколов, но мы берем машину, по сути, по низу рынка. Я смотрел эти машины, эта машина была по низу рынка, это очень хорошая цена, и я думаю, какой-то есть подвох, скорее всего. Но когда мы посмотрели, кроме, конечно, косметических недостатков и нескольких рыжиков, она, в принципе, на ходу, конечно, чуть-чуть подзасратая,
ну, то есть мусор какой-то мелкий, даже сено, камешки там, ну, то есть не почищенное там пылесосом. И... Ну, видно, человек ей пользовался и сразу выставил на продажу и сразу продал. То есть ему некогда было там что реставрировать, что делать. По сути, мы уже понимали, что за эту цену, даже с такими недостатками внешними, она хорошая, потому что я посмотрел двигатель, уровень масла, все бумаги по машине, когда был чекап двигателя и всего подобного. Осмотрели, короче, все, что этот сириец даже такой немножко запереживал, что мы такие серьезные покупатели, которые все прям разнюхали, все попроверяли. Да, просто Дима, он очень такой, ну, серьезный и проверяет все. Это вообще очень классно. Он, этот сириец, он сначала такой хихи, дружелюбный, потом Дима начал то окно проверять, то. И он такой немножко насторожился, думает, блин, такая прям глобальная проверка. Ну, мне кажется, что так и надо делать такую проверку. Он, наверное, просто не привык. Мы сделали небольшой тест-драйв, и я пару раз заглох, только потому, что у меня был раньше Mitsubishi 2-литровый, а сейчас новая машина 1,2 литра, экономичная. И переключение скоростей и нажатие на педали очень мягкое, а в моем Mitsubishi было очень жесткое. Мне было очень непривычно, хотя я ездил уже до этого на других машинах много, но тут было все прям плавно, можно условно сказать пальцем вот так вот переключать скорость, и для меня это было необычно. И когда ты давишь на газ, естественно, в Mitsubishi ты едешь сразу очень быстро от минимального нажатия, а тут нужно условно до середины нажать, и только потом она начинает разгоняться. Ну, короче, разный подход. И вот этот сириец немножко испугался, наверное, моей серьезности. Я могу быть очень серьезным, что люди немножко побаиваются строгости такой. Нашими главными параметрами было, чтобы машина имела маленький расход, ну и в принципе можно было парковаться удобно. Хотя я изначально хотел что-то наподобие универсала или минивэна, но потом понимаю, что расход будет очень жесткий, тем более с нагруженной машиной, особенно если несколько человек или груз, это по бюджету могло бить. Особенно когда вот сейчас война с Ираном, бензин поднимается, и я не прогадал. По сути, за 2 недели до того, как началась эта суета с Ираном, я купил машину на 1,2 двигатель. Да. Хотела еще сказать, как мы с этим сирийцем подписали договор. Это было очень интересно. Мы уже согласились на покупку автомобиля. И он говорит, пойдемте ко мне домой, а у него Рамадан. И подпишем договор. А мы же, как украинцы, мы как бы домой кому-то ходить не очень привыкли. Может, у них это в норме, постоянно домой друг к другу ходить. И мы же такие насторожились с Димой, такие глаза по 5 копеек. Мы такие домой, он такой, все нормально, типа, у меня Рамадан, я ничего с вами не сделаю. Договор подпишем. Ну, мы же, естественно, пошли. Поднялись к нему домой, с ним поговорили, выпили чай. Я еще посмотрела, чтобы он ничего не подсыпал. Я, конечно, извиняюсь, просто я уже немножко такая на мнении. Я просто от другой страны, от другой нации могу ожидать все, что угодно. И мы так миленько пообщались, у нас даже общие интересы. Мы, кстати, он знает немецкий и английский, мы знаем полунемецкий, полуанглийский, и у нас даже получалось коммуницировать с ним, и было... Нашли очень много общих тем, особенно спортивных. Да, и общих тем, что он нам аж скидончик сделал. Да. Да. Мы ему даже не хотели говорить, типа, давайте скидываться, потому что мы знаем, что это не из рынка. Он такой, давайте я вам скину. И скинул нам 100 евро на ровном месте. От суммы машины это вообще, существенная сумма, потому что машина, по сути, недорого стоит 2009 года. Да, да. Ну, короче, мы с ним так, можно сказать, как будто давно друг друга знаем, покентовались, и все. Мы сели на машину сразу же и поехали домой. Мы недалеко от Австрии живем, слава богу, и мы сразу поехали заправляться. У нас было уже полбака, мы еще полбака заправили. Тогда, чтобы вы понимали, 1,6 была цена. То есть 1,6, а в Германии
85 за литр бензина. Мы съездили, заправили полный бак. В Австрии в основном станции самообслуживания. Ну и сейчас мы ездим заправляться в Австрию, потому что там намного дешевле, даже дешевле, чем мы туда доезжаем. Нам ехать до Австрии 15-20 минут. И еще очень интересный факт, то, что нам отдали машину со всеми прикольчиками. Да, Там- плюшки всякие. Там были реально плюшки. Знак стопа аварийного, который на дорогу ставить, аптечка заполненная, 2 аварийных жилета и даже зарядка для телефона на 3 коннектора сразу. Мы такие, ничего себе, в Украине, когда покупаешь машину, там зачастую ничего с ней не идет, даже комплекта инструментов нет. А тут и запаска, я посмотрел, на следующий день только посмотрел. Представьте, первый день даже не посмотрел, когда купил. А там запаска вместе с набором и домкратом, чтобы ремонтировать на ходу машину, менять колесо вдруг что. Да, я тоже была очень удивлена. Иногда даже что-то в Украине откручивают и тебе продают. А тут, наоборот, все оставили, забирайте. У нас самое главное, мне кажется, было критерий, это чтобы все функционировало и тюб был. Да, у нас был свежий тюф, кстати. Ему было всего 2 месяца, и у нас оставался год и 10 месяцев до его окончания. То есть это огромнейший плюс. То есть это вам может гарантировать, ну не на все 100%, что эта машина функционирует и с ней нет серьезных проблем. Продавец честно указал в объявлении, что он заменил генератор, что он заменил сальники на ходовой и разные мелочи всякие. Ну и мы проверили, и все совпало. Да, так что нам еще повезло. Мы изначально очень долго думали, какую машину будем покупать. Мы же думали подороже, подешевле. В итоге выбрали на первое время самый комфортный для нас вариант, который мало ест, чтобы бензина мало его заправлять, который будет комфортный и ездить маленькие расстояния в школу, обратно в школу, обратно в магазин, туда-сюда. По юридической части мы взяли с собой договор, но у него тоже был бланк договора о купле-продаже. Мы его заполнили быстро, он свою копию и нашу. Скинул нам 100 евро скидочных, и мы поехали с договором, документами на машину. Это маленькая зеленая бумажка и большая. И полный список документов о ремонте, там стопочка такая хорошая, ну то есть за все года с 2009 года, то есть там очень хороший комплект попался, то есть видно все, что заменяли, ремонтировали. И следующим этапом было застраховаться. Я, опять же, куча видео посмотрел, как это сделать. Есть 2 варианта. Либо вы лично в страховую приезжаете, но это чуть-чуть дороже может, либо онлайн. Так как у меня небольшой стаж, чуть-чуть занизил годовой оборот километража. То есть, например, поставил 10 тысяч, хотя мы, может, больше 10 тысяч проедем километров в год, чтобы немного дешевле было. Потому что чем меньше у вас стаж, чем вы моложе, тем дороже будет страховка. У нас вышло почти 60 евро в месяц страховка. Я сделал эту страховку онлайн, мне пришел код на почту и по СМС, который я должен показать в КФЦ. И еще огромный плюс, нам этот сириец дал на своих номерах доехать домой. То есть он доверился нам, потому что любой штраф, который мы получим, придет на его счет. И он доверился нам и сказал: едьте, не переживайте, старайтесь быть аккуратными. И выходит, что с момента покупки я через 2 дня без термина просто пошел в КФЦ Цуласунштеле. Там я подождал примерно полчаса в очереди и оформили мне за 10 минут. Просто за 10 минут. Годовая страховка стоила 60 евро. Это просто за то, что какой у меня тип машины, какой у него выхлоп, объем двигателя. И 30 евро за номер, который я сказал. Разница со случайным номером 10 евро. То есть если вы хотите случайный номер, то будет 20 евро. Если тот, который вы хотите, именно цифры, не буквы, не картинки, а просто цифры и буквы, которые вы хотите, то это будет 30 евро. Дима заплатил чуть-чуть дороже и сделал цифры, которые мы хотим. Так что мы теперь знаем. Да. Так что мы теперь блатные, ездим на
цифрах, которые для нас очень важны, и Да. буквах. Ну, по сути, все не так страшно, как казалось. То есть, по сути, и по юридической части вы просто в интернете можете взять бланк договора. Скорее всего, лучше возить его с собой. Мы покупали участника, и поэтому действия вот такими были. После договора просто страховку онлайн, либо едете сами в вашем городе, оформляете страховку. Ну, главное, аусвайс иметь, документы на машину, договор купли-продажи, ну и все. То есть, по сути, особо ничего не надо. И это очень быстро делается, все на потоке. Я думал, это будет дольше, но это быстро делается. Но, насколько я знаю, если бы мы взяли у автохауса, то нам бы пришлось сначала посмотреть машину, поехать. Если мы ее одобрили, нам бы пришлось ждать неделю или две. Посмотрели мы ее и купили, оплатили уже, нам бы пришлось все равно ехать домой, ждать еще неделю или две, чтобы нам прислали документы на эту машину, договор и все подписанное, потому что это дольше на самом деле. Ну и цена на 15-20% скорее всего была бы дороже. Плюс в том, что возможно и гарантия была бы. А так у нас от частника никакой нет гарантии. Хотя он нам сказал, если будут какие-то вопросы, у меня там брат или друг работает где-то на СТО, и вы можете какие-то вопросы там задавать, если какие-то проблемы, можете мне всегда звонить. То есть он всегда на связи. Это не то, что, знаете, там тоже ты купил, он сразу тебя в черный список кинул и все, пропал без вести. А так еще мы переписывались, общались. Он даже попросил нас сберечь номера, которые его, ну, наверное, это тоже его какие-то особенные цифры. Вот, и мы с ними ездим. Кстати, мы посмотрели, такая машина, которая у нас сейчас, например, в той же Украине, стоит в 2 или в 3 раза дороже. Накрутка сумасшедшая за растаможку. Вообще просто сумасшествие. Вы ждете эти документы. Когда они вам приходят, вы уже смело можете брать термин в КФЦ. Ну и за это время нужно было оформить страховку. Ну и проделываете те же действия. То есть, по сути, автохаус, скорее всего, дольше и дороже, но, возможно, будет гарантия. В этом и есть разница. Когда я сел за руль, мне было не очень привычно, потому что разгоняется дольше. Мой 2-литровый двигатель на Mitsubishi, конечно, вообще со старту я просто улетал. Здесь же разгоняется дольше, но я прекрасно понимаю, что если вот ездить в городских условиях, то это наоборот даже лучше. По трассе, да, конечно, сильно не разгонишься, но все равно расход намного меньше. У нас расход в среднем 7 литров, даже я бы сказал 6,5. То есть это очень хороший показатель для смешанного режима. Трасса плюс город. Мне было непривычно переключать передачи, потому что тут переключаются примерно на оборотах 2500, а на Mitsubishi было на 2200. То есть я к этому адаптируюсь до сих пор. Но зато коробка очень мягкая, одним пальцем можно управлять, и маневренность сумасшедшая. Просто. Вот условно на одном месте можно развернуться, это очень удобно. Советуем. Кстати, в Украине было очень много Mitsubishi, просто на каждом шагу. Тут, в Германии, скорее всего, из-за того, что здесь очень много немецких заводов автомобилей, то тут вообще их очень мало. И мы так видели, наверное, за все время, сколько мы тут, там 2 или 3 штучки. Ну, мы сделали вывод, что намного лучше покупать автомобиль именно немецкой марки, потому что доступно будет все. У нас Volkswagen Polo 2009 года, 1.2 двигатель. То есть это, по сути, компактная машина, да, она староватая, да, есть рыжики, как я упомянул ранее, но в целом для старта жизни в Германии, я считаю, это очень неплохая машина. Вообще, любая машина — это всегда очень неплохая машина, если когда ты не ездишь на автобусах, на поездах, а можешь долететь за 7 минут или за 40 минут с 3 пересадками. Есть разница, намного лучше. Поэтому пишите в комментариях, может что-то вам подскажем с личного опыта или с моих знаний, потому что узнал за это время я очень многое. И даже, как видите, рискнул сам осматривать машину и не нанимать никого, на первый осмотр. И не прогадал, потому что, в принципе, у меня уже были основные знания. Это нам помогло в покупке. Поэтому не бойтесь, смело покупайте.
Если долго этого хотели или даже недолго, ничего не бойтесь. Просто еще Дима такой человек, что он, если он что-то захотел, он всю информацию про это узнает. Некоторым людям будет намного сложнее, потому что вот они захотели, и они не знают, где искать и как смотреть эту информацию. Поэтому, если вы такие, то лучше вам, конечно, со специалистом поговорить, чтобы он вам что-то подсказал, что-то нашел, какую-то машинку. А Дима, он привык делать все сам, как в Украине, сам все сделал, сам все решил. Дима вот прям сидел, долго смотрел, искал там вообще всю информацию. И поэтому так долго машину проверял. Еще за оформление мы заплатили 40 евро дополнительно. То есть в сумме за номер и оформление получилось 70 евро. То есть рассчитывайте, если вы надумали покупать машину, что машина плюс еще страховка, оформление. Это не скажу, что прям большие деньги, если вы зарабатываете. Да, то есть от суммы машины я по сути оплатил страховку за полгода. Это дешевле, чем если бы каждый месяц я платил. Если бы каждый месяц, скорее всего, 70 евро где-то бы стоило. Ну, может, 65. А так меньше, но одним платежом. Когда ты не знаешь вообще, как что делать, то тебе кажется это настолько сложным. А когда ты уже читаешь, узнаешь, спрашиваешь, мне казалось, это будет сложнее. А так мы купили, оформили, туда поехали. Дима быстренько в интернете страховку сделал, просто за час. Он сидел, что-то классно, говорит, я уже страховку сделал. Я такая, о, вообще быстро. Мы вот так все быстренько, и все, мы уже ездим. Я считаю, что... Ждали долго, а купили очень быстро. Да, купили и оформили. И я думаю, что нужно, знаете, как не бояться гуглить, не бояться даже спрашивать, не бояться что-то вообще делать. Потому что, да, страшно, ты в другой стране, покупка автомобиля, вообще это так ответственно. Но если ты прям вот знаешь, чат GPT тебе помогает, интернет тебе помогает, в интернете вообще есть вся информация. Мы вам помогаем этим видео. Да. На канале. Много полезного, много интересного, особенно для тех, кто иммигрант. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши остальные видео. У нас есть 3 интересные рубрики: путешествия, о Германии и лично от нас. Обязательно пишите ваше мнение, и негативное, и позитивное. Всем ответим, и хейтерам нашим любимым, особенно узким. Пишите, что бы вы хотели еще узнать. Может, мы вам что-то подскажем, что-то расскажем, что-то интересное. Так что задавайте вопросы и не стесняйтесь. Всем пока. Пока.